Всем привет, с вами Дэн. Ну что ж, у нас вот так вот часы встречают из коробки сразу активным движением на циферблате. Давайте я сейчас пленочки сниму, и тут даже такая вот защитная специальная такая накрывашечка, как у ПАМов, да. Ромаго, швейцарский бренд, с 2006 года они работают и известны тем, не только тем, что они делают такие классные коробки, офигенные, огромные, но и то, что у них все часы квадратные. Ну что ж, сегодня у нас, наверное, максимально необычные часы от Romago. Рулет Master 2 Skeleton Automatic. И вот такой референс у этой модели. И сразу же видишь, что движется у нас часть циферблата. Он еще и скелетонированный. И здесь есть еще и шарик. И это постоянно в движении. Вот прям как, вот, да, как у перелет, их такой турбина, да, а здесь в данном случае у нас рулетка, и обыграно очень интересно. Слушайте, ну визуально, когда они в статичном состоянии на картинках, например, да, это по-другому воспринимается. Когда смотришь вот так вживую, это, конечно, это впечатляет, это прям, это интересно. Но давайте сначала по характеристикам, значит, по размерам. Здесь квадратный корпус. И давайте посмотрим. Вот если мы берем по ранту, то 44. По максимально толстой части корпуса 46,1. И здесь, я думаю, будет поменьше 43. От ушка до ушка. Ну, ушки короткие. Здесь характерный такой квадратный корпус с короткими ушками. 53. Для такого размера, в принципе, 53 не так и много. Высота, я думаю, будет большая. 16,7. Часы не маленькие, понятное дело, что они подразумевается, что они должны быть вот такие вот крупные, чтобы привлекать внимание. Ну и в целом форм-фактор такой. И стилистика часов, они должны быть видны на руке владельца. Ну, как видите, в базе они идут на каучуковом ремешке. Мне кажется, он максимально удобный именно вот с таким форм-фактором. Есть еще второй. Значит, у нас ремешок, о нем чуть позже поговорим. Но вот мое запястье 18,5. И, как видите, несмотря на, казалось бы, достаточно внушительные размеры, ушки у меня примерно по запястью. Так что, в принципе, можно носить, если такой размер нравится. Но они выделяются, да. Я думаю, сразу издалека будет видно вот такое массивные часы. И... ну, это прикольно. Это прикольно. Если вы фанат гэмблинга, да, или чего-то такого, или просто любите необычные часы, то, я думаю, вполне такая модель может заинтересовать. Дальше. По характеристикам. Стекло сапфировое, водозащита 50 метров, ремешок один, да, у нас каучук идет, и второй кожаный. Внутри, что касается механизма, то на официальном сайте заявлено просто швейцарский калибр. Но, насколько я понимаю, здесь 26 камней указано. И в целом этот калибр очень-очень-очень похож на STP-615, который построен на базе STP-111 в скелетонированной версии, самый такой красивый и продвинутый. Да? Swiss Technology компания принадлежит Fossil, которому много чего принадлежит, находится в Швейцарии. Здесь у калибра запас хода 44 часа, 26 камней, 28 800 полуколебаний в час. Ну и здесь даже частично скелетонированный ротор, прозрачный практически, да, задняя крышка, но опять же с элементами здесь рулетки, частично скелетонированный циферблат, который постоянно в движении, да, тут на подшипнике находится, и у нас такая вот визуализация. Но при этом части механизма можно рассмотреть и с одной, и с другой стороны, и выглядит достаточно симпатично для скелетона. Приятно, есть на что посмотреть. Мне кажется, хорошую версию, именно хорошее скелетонирование идет у STP-615. Значит, ремешок идет в комплекте кожаный, есть система быстрой замены, достаточно пухлый, при этом мягкий, хороший, приятная прострочка, да, приятный ремешок второй в комплекте. Такой немножко памообразный, но, честно говоря, мне кажется, что каучук к этим моделям подходит больше, может быть, даже больше по духу, что ли. Далее, это лимитка 200 штук, и тут вот у нас такая приятная металлическая табличка с индивидуальным номером 85200 Swissmade, и ритейл в России, по крайней мере, на момент записи этого ролика 337 500 рублей. Я ссылку оставлю в описании к этому видосу, а часы для обзора представлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им большое спасибо. Ну, редкость на самом деле. В последнее время можно вспомнить, что
ряд брендов, да, выпустил свои модели в стилистике казино. Моду, наверное, задал Jacob Co. Дальше подключились даже и микробренды, в том числе на обзоре я вам показывал некоторую модель от Lucky Harvey. А здесь вот Roulette Master 2 продолжает эту тематику, предлагая несколько моделей в разных вариантах. Там есть разные цвета, да, корпуса, циферблата. На мой взгляд, самой удачной является вот стальная версия, которую сегодня показываю, именно на зеленом ремешке. Она такая, с одной стороны, наиболее сдержанная, с другой стороны, как мне кажется, этим часам именно хорошо подходит вот такая стальная именно версия. Она как-то не отвлекает, и она вот у нее, наверное, сбалансирована вот эта вот визуализация, когда нет такой какой-то чрезмерности, да. И общее слово, общая такая сдержанность, если слово сдержанность, в принципе, применимо к моделям в игорной тематике. Мне нравится сочетание цветов здесь, монолитность корпуса и скелетонированного циферблата. Как-то вот это все достаточно гармонично смотрится. И причем вот этот квадратный их корпус, фишка, да, у них все часы квадратные, в том числе даже модели классические. Здесь у нас же стол, да, опять же, игорный, и поэтому квадрат здесь хорошо подходит. Ну и здесь у нас вот получается как внутри рулетка. Причем рулетка, она в принципе рабочая, потому что есть вся вот эта разметка. Я, конечно, не знаток, я не одобряю все эти игорные темы, вот, но тем не менее, некоторым нравится просто сама стилистика. Так вот, здесь достаточно сложно сделано. То есть у нас помимо того, что есть вот эта сама рулетка, которая постоянно движется, да, от наклона часов, здесь все сектора размечены, 0 вот, да, красным, все остальное зеленое, плюс белый цвет, и есть шарик, есть шарик. В принципе, при желании, как мне кажется, даже можно какую-то такую шутливую игру сделать, потому что вот вы, например, в каком-то положении часы фиксируете, ну и там раскручиваете циферблат и где-то уже какую-то цифру там загадываете. Ну, например, да, я, честно говоря, не очень знаю, как это все происходит, вот. Но, тем не менее, что-то поиграть можно, время как-то подубить, да. Ну и в целом это же не самое главное. Самое главное это то, что вот интересный механизм, интересно, что шарик никуда не выскакивает, интересно, что это всегда в движухе в такой, да, и плюс это еще и часы. То есть такая модель о вас расскажет, как мне кажется, довольно-таки много, в том числе вот увлечения, да, или то, что вы любите что-то необычное на запястье, вот какие-то необычные модели, крупные, заметные, такие яркие, да, и вот в этом плане, как мне кажется, достаточно удачно Romago сделали вот такую модель. Ну, как видите, да, циферблат здесь, на мой взгляд, достаточно стильно исполнен, вот интересно это реализовано, и при этом понятное дело, что с читаемостью времени, ну, она здесь, как у многих скелетонов, как у большинства скелетонов, не на самом лучшем уровне, а здесь еще у нас постоянно движется рулеткой, поэтому считывать время сложновато, но, в принципе, привыкнуть можно. Но, опять же, такие модели, как правило, делаются больше не как источник осознания и понимания времени, а как некую такой вот стилевой элемент для вас, собственно, да, для владельца таких часов. Роскошно сделано, кстати, классно, и вот тема скелетона здесь вполне себе хорошо подходит, и мне кажется, фанатам игровой тематики должно понравиться. Кстати, напишите в комментариях, как вы, если вы любите что-то такое, то вот, на ваш взгляд, интересно ли реализовано. И мне нравится, да, что все-таки какой-то чрезмерности, знаете, золото, там что-нибудь такого, да, чрезмерного шика здесь нет, поэтому выглядит здорово. У Romago, как я вам показывал еще одну модель, где-то, может, года полтора назад, очень хорошего уровня отделка, и в данном случае здесь прям все шикарно сделано. Сочетание большого количества граней, здесь сложный, граненый, посмотрите, какой массивный корпус, полировка, сатинирование, углы, выглядит все звеняще остро, но при этом сглажено мягко, то есть над корпусом поработали, корпус здесь прям высочайшего уровня. Мне нравятся вот эти винты, которые здесь в такой виде звезды, они крепят корпус, нижнюю часть, и высокий рант, полировка с верхней части, сатинирование посерединке, крупная заводная головка. Здесь такая накладка на заводную головку зеленого цвета в тон циферблату, в тон ремешку. Вот это красиво, да, такие мелкие интересные детали, которые прям выводят модель на хороший такой высокий приличный уровень. Ну и под задней крышкой тоже есть что посмотреть. Тоже, как мне кажется, здесь дизайнеры поработали. Мне нравится, как реализована эта модель. Она реализована весьма и весьма приятно в плане вот соответствия идеи часов и их исполнения. Вес здесь 180 грамм. В принципе, для таких часов это не так и много.
Ну, здесь прям очень-очень быстро и легко сразу начинает двигаться вот этот сектор, да, рулетки, и поймать даже трудно, да, в статичном положении. Это прикольно, это, мне кажется, увеличивает, да, постоянное движение создает на часах, и здорово получается. Swissmate у нас меточки. Здесь есть люм есть на стрелках, есть на метках. Ну и по корпусу приятно все сделано. Ну что, вечный двигатель у нас такой, да? По итогам хочу сказать, что необычная, стильная модель именно для лета, ну, либо для времяпровождения где-то в игорных домах, наверное, да, которая будет говорить о владельце часов, наверное, больше, чем что-либо ни было другое, потому что, ну, здесь сразу понятно, да, чему посвящены эти часы. И в целом реализовано, как мне кажется, приятно, без чрезмерного какого-то шика. Такое модель для рисковых парней, на мой взгляд. По размерам здесь вполне себе на среднее и тем более на крупное запястье будет в самый раз. Ну вот, на моем запястье в очередной раз вам показываю. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.